Мои хорошие, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и я приглашаю всех любителей Таро или профессиональных практиков к новому обзору. Буду с вами смотреть новинку этого года Лоренцо Таро. Колоду ждала на самом деле очень долго, были проблемы с поставками, но тем не менее доехала эта малышка. Поэтому сейчас вам представлю ее на всеобщее обозрение. Хотя кто-то, возможно, уже даже имеет ее в своем арсенале и активно использует. Итак, чем зацепила? Конечно же, как всегда, когда ты видишь колоду, цепляет визуальным рядом. И вы сейчас поймете, прочувствуете эту энергетику. Вот такой вот у нас бокс. Колода 2022 года. Издана она US Games Systems. И это колода от Ирины Лорензе, она дизайнер, она или графический редактор, она и модельер, и работник по костюмам. Девушка, которая в свои юные годы побывала уже костюмером во многих фильмах, участвовала в съемке клипов и, в принципе, уже создала несколько своих коллекций мужской и женской одежды. И, помимо всего прочего, очень активно сотрудничает со СМИ. То есть выполнять какие-то заказные работы. И вот это творение Таро Лорензе, это как ее детище. Это в первую очередь как плод ее любви и всего того опыта и наработок, которые она, скажем так, набирала за всю свою жизнь. Смотрим, какой у нас бокс. Вот такая шикарная книга. И вот здесь при помощи шелковой ленты мы извлекаем саму колоду. Вот такой у нас бокс внутри. Сейчас мы с вами его отложим. По поводу бокса нет никаких претензий, все сделано очень красиво, хорошо, качественно. Более того, скажу честно, меня приятно поразила книга. Почему? Потому что, как правило, буклеты, они малоинформативные, они скучные, неинтересны, но здесь действительно, знаете, как говорю, читаешь и вбираешь в себя всю эту информацию. Во-первых, качество полиграфии прекрасное, бумага белая, очень такой читабельный шрифт, поэтому у кого проблема со зрением, у вас тут не составит труда это все прочесть. Немножко она рассказывает о себе, о тех брендах, которых она создала. Раньше это был у нее бренд Coffee & Bacon, сейчас он именуется просто как Irene Lorenzo Design. Ну и в принципе сам посыл, отсылка к колоде. И дальше что мы видим? Аркан, прорисовка аркана. Почему именно такая прорисовка, какой смысл автор вкладывает в сам аркан? Значение в прямом, в перевернутом положении. И так, по сути, по каждому из арканов. Опять же, в конце еще пару строк об авторе, то есть о том, что здесь она, в принципе, чем увлекалась, что, где она живет, чем занимается. То есть, кому будет интересно, опять же, отсылки на ее страницы, на ее магазин. Супер! Книжка, приступим к самой колоде. Не знаю, имеет ли смысл вам сидеть и рассказывать подробно по каждой карте. Наверное, это будет утомительно для вас и долго. Почему? Потому что, по сути, ну вот если вы откроете книгу, здесь детально автор рассказывает по каждой карте, почему именно такая прорисовка. И я вот сейчас вам это буду объяснять на примере аркана Маг, то есть более детально это расскажу, разжую. Все остальное, но я думаю, те, кто захочет приобрести данный инструмент, вы поймете, осознаете, почему такая информация. Итак, сама колода. Карты чуть-чуть больше стандартного и размера, к которому мы привыкли. То есть назову так, размера масс-маркет. Давайте сравним. У меня тут на столе рядом еще лежит колода, чтобы вам было понятно. Скажу честно, линейка не мерила, но вы видите, что больше, да? Вот, оканчиваются здесь края колоды. Шикарная вырубка, ничего не кошлатится, ничего не осыпается, колода ровная, без каких-либо золоченых краев, поэтому для кого это важно и значимо, тут уж, конечно, не обессудьте. Опять же, двухсторонняя рубашка, что вам позволяет работать с прямыми и перевернутыми арканами. И если вы умеете читать теневую сторону аркана, то, пожалуйста, можете работать только на прямых. Дальше показываю вам плотность картона. Видите, вот такая вот карта. И у нас здесь с вами двухсторонняя матовая ламинация. Она чуть-чуть отблескивает вроде бы как глянцем, но поверьте, мне есть с чем сравнить, это не глянец. Может, это что-то среднее между глянцем и матом. Пусть мне производители подскажут, как корректно это называется, но это не глянцевое покрытие.
Итак, приступаем, будем с вами смотреть. Это просто красота красот. Лично, как по мне, безусловно, я не могу вам навязывать свою точку зрения, но действительно колода цепляет своей энергетикой. Во-первых, что нравится? Нравится, что она безрамочная. И то, что здесь вот внизу подписано на название, да, и номер аркана. Что мы видим в аркане Дурак? Мы видим, что человек как будто зажат корнями дерева, то есть, но вместе с тем на ветвях сидит ворона. Она как символ мудрости, как символ опыта, а корни это как пускать корни на новом месте. Вот эти вот мотыльки это как опыт и вопросы перерождения человека, то есть с вехами его жизни. Вообще, как бы первоосновой, что автор закладывала в этот сюжет, это эволюция нашей эры. Это как мир после прохождения каких-то серьезных катаклизмов, войн, состояния депрессии, да, то есть идет перерождение и очень тесная связь человека с природой. То есть это вот тот смысл, который она закладывает в эту колоду в целом. Опять же, арканы и масти будут представлены таким образом. Если на старших арканах у нас люди и могут перекликаться животные, то, допустим, у нас непосредственно мечи это будут птицы, чаши это будут рыбы, пентакли это будут животные, и жезлы это будут мифические эфемерные существа. Очень понравилась эта карта маг. Вот посмотрите. Видите, здесь на таком вот жезле мужчины пытаются залезть, и мужчины, которые здесь стоят. То есть это манипуляции, при помощи которых эта девушка, которая является искусным магом, проводя мужчин через воду, воздух, землю и огонь, добивается всего того, чего он от этих мужчин хочет. Но видите, вместе с тем баланс, как наверху, так и внизу. То есть здесь манипуляция, знаете, как подвластная, никто не будет, знаете, как ускользать от ее чар, потому что вот эта тонкая игра, которую она себе позволяет, она не только ее окрыляет, дает ей новые возможности, и вот эти вот мотыльки возле ее сердца, она показывает, что вот эти вот, не знаю, флирт, эта позиция, эти манипуляции, они ее окрыляют. Значения по картам, по сути, у нас те же самые. Если у нас в прямом значении это манипуляции, это зрелость, это любовь с первого взгляда, это позиция лидера, это, помимо всего прочего, правильные решения, это активность, это вхождение в новое, это в первую очередь целеустремленность, и достижение цели, это успех. В перевернутом положении это эгоизм и эгоцентризм, манипуляции во вред себе и другим людям. Более того, это как неосознанно необдуманные поступки, это мошенничество, это обман и это саморазрушение. Я не ставила себе за цель вам давать какую-то глубокую интерпретацию карт, потому что, повторюсь, вы все это подчеркнете в соответствующей литературе. Вот тоже интересная подача жрицы. Здесь у нее корона из кораллов, и вот она вынашивает яйца и икру рыб. И как следствие делает все то, чтобы как бы другие рыбы не напали. Идет вместе с тем как зарождение и ее души, и других жизней. Вот такой вот микромир, да, в котором она существует. И таинство вот вынашивания, таинство рождения души. То есть на самом деле автор очень интересно подает информацию, у нее действительно очень глубокое видение арканов, не такое, как мы привыкли видеть и осознавать. Вот здесь вот мы видим императрицу, которая увенчана вот этой грудной клеткой с сердцем. Это как открывать свое сердце, любовь, дарить ее всем. Фламинго здесь символизирует молодость. Вот эти вот орлы, которые держат вот этот мир, это в первую очередь зрелость, это готовность к переменам. Здесь прекрасные трактовки, прекрасные формулировки. Даже ипостась императора. Здесь она изобразила власть имущих, которые, знаете как, убегая вслед за властью, забывают о каких-то морально-этических принципах, потому что, вот видите, сердце, оно уже пронизано совсем другими факторами, то есть заработком, тщеславием, властью, и хоть человек пытается казаться павлином, да, надевать на себя маску павлина, по факту сами видите, кем является на самом деле. То есть очень-очень глубокие значения карт. Повторюсь, не привыкли вы, возможно, такое видеть и слышать, но это действительно мега продуктивно. Поэтому сейчас буду показывать просто в большей степени визуальный ряд, но плюс-минус смысловой посыл
такой же, как и в классике, потому что колода у нас соответствует системе Райдера-Уэйта. Поэтому и жрец здесь, который вот держит между ног свое огромное сердце, это как, знаете, как перерождение. Бескорыстно дарить знания, дарить эмоции, дарить контроль, быть для кого-то духовным проводником, быть для кого-то наставником, бескорыстно. То есть бескорыстная любовь, бескорыстная вера, бескорыстное служение людям. Вот здесь это об этом говорит данный аркан. Или как по карте влюбленные. Вопрос выбора, где Ева пытается искусить Адама, и вопрос, быть или не быть. Вот в чем эта ситуация, да? Принять ли предложение Евы. Опять же, колесница, где мы видим двух сиамских близнецов, которые, несмотря на то, что как у них разный интеллект, разное восприятие, но как одно сердце на двоих. Это согласованность действий, это достижение успеха, это целеустремленность. Потому что они могут привести в баланс свой ментал вместе с чувствами. И карта сила. Сила, которая у нас изображена на коробке, то есть на боксе самом с картами Таро. Очень интересная, глубокая карта. Потому что здесь мы видим девушку, которая так, ее стоический архетип. И видите, фламинго и лебедь, которая выглядывает из разреза головы. Это как девушка в двух ипостасях. Юность, молодость, и вместе с тем мягкость, ранимость. Но вот эти горы, это как жесткость, неприступность. И мужчина, который пытается забраться ей в голову, да, понять, что она хочет на самом деле. И вот сила — это быть стойкой, это не идти на компромиссы, это умение продавить пред себя и адаптироваться к любой ситуации, играть ту роль модель поведения, которая для вас сейчас актуальна в данный момент. Поэтому я говорю, тут действительно трактовка карт просто восхищает, так вау. Или отшельник. Это у нас человек, который выжил во время крушения корабля, причем крушение произошло из-за какого-то морского чудовища, как пишет автор, и он понимает, что ему нужно как бы выбраться и выжить, но вряд ли у него это получится. Это, знаете, как интроверт, это желание завершить свой путь зрело, осознанно и так, как человек себе это планировал и как себе задумал. Или вот колесо фортуны, где у нас изображено древо жизни и как следствие ипостась перемен. И видите, вот такие вот свисающие часы. То есть как время тикает. Просто супер. Опять же, аркан справедливость. Да, то есть как действовать, по уму или по сердцу. И попытки вести это в баланс, уравновесить. Далее, повешенный. Здесь мы видим, что на древе жизни у нас висит человек. Это, грубо говоря, сознание вот этого человека, который уходит вдаль. Такой вот печальный, сумрачный, который понимает, что именно от его восприятия той либо иной ситуации зависит, будет ли у человека, как говорится, сумерки, да, либо будет какое-то просветление, светлое будущее. То есть это сорвать маски, посмотреть на ситуацию под другим углом и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант решения вопроса или ситуации. Опять же, аркан смерть. Очень понравилось. Почему? Потому что здесь смерть взяла перерыв на обед. Есть спагетти. То есть это указание на то, что все циклы в нашей жизни, они действительно меняются, цикличные. И даже смерти иногда нужен отдых и перезагрузка. Одними словами, трансформация, начало нового. То есть, знаете, взять паузу от работы. Или опять же, это конец старого, начало нового, трансформация, новые идеи, трансмутация. Вот это все идет у нас по аркану смерть. Умеренность, как баланс с природой, баланс с окружающим миром, баланс со всем, что в принципе есть в нашей жизни. Дьявол, ну, тут даже добавить нечего, вопросы созависимости, вопросы одержимости и привязок, и попытки избавиться от них, но для большинства безуспешные. Так, башня. Как мы видим, да, крушение здесь у нас идет. Потеря всего и вся. Так, звезда. Вот посмотрите, какая интересная прорисовка. Постараюсь вам донести поближе. Вот женщина, которая гуляет в воде или идущая по воде, или в воде, назовем так, не хватает некоторых частей тела, да,
и верхняя часть ее, вот она под водой проявляется совсем иначе, как будто идет постапокалиптический какой-то сценарий, но тем не менее она чувствует себя полной, здоровой и, знаете, самое главное, целостной с обеих сторон. Так вот здесь это значение идет по карте, это как истина, это самоосознание, это очищение, судьба, преображение и внутренний покой, а также поиск своего места в мире. Это, знаете, как собрать себя по частям, достичь своей мечты, это как выбрать свою стезю, свой путь в жизни. Но, конечно же, в перевернутом положении это будут ложные убеждения, это крушение надежд, это пессимизм, недоверие и неустойчивость к переменам, к изменениям. Дальше. Луна. И вот посмотрите, кстати, на каждой карте есть такие небольшие приписки. Сейчас постараюсь поймать фокус. Видно ли вам, да? Stay human, то есть остановись человек, остановись человечество. Ну, то есть не будь свиньями, еще такой вот контекст. Хватит жить в ложном мире, в иллюзиях. Так, аркан Солнце. Опять же, смотрите, какая интересная подача. Здесь Ирена вносит следующий смысл. Вот это солнце, которое сияет на образном и таком сюрреалистическом небе, оно указывает на остров, да, высвечивает остров, где, ну, скажем так, на кусочке земли на берегу у нас сидят два андрогинных близнеца, которые мирно греются на солнце и при этом вот частично их омывают воды реки. Фламинго, которые вы здесь наблюдаете, они указывают на двойственность ситуации, на дуальность, то есть двойственность и союз элементов. Ну и значение у нас идет по карте: это тепло, любовь, строительство, завершение, удовлетворение, взаимные чувства, а также братство, взаимопомощь, счастье, союз, успех. Ну, в перевернутом положении, соответственно, обратные значения: беспокойство, одиночество, непонимание, эгоизм и желание только, знаете, как добиться своего. Так, суд. Видите, как любовь, которая возрождает. Мир. Ой, ну карты по своей энергетике, я не знаю, конечно, это, знаете, все на любителя, но они просто замечательны. Так, это мы уже с вами перешли к масти мечей. Она у нас представлена птицами. Поэтому, если обратите внимание, почти на каждом аркане будут у нас изображены птицы. Ну, то есть трактовки, они здесь схожи с классическими. Для вас это не будет, то есть если вы прочтете эту брошюру, не будет сложным работать и взаимодействовать с этой колодой. Семерка, девятка мечей, десятка. Так, это у нас паж, рыцарь. Очень красивая, чувственная королева мечей, посмотрите. И как интересно подан король мечей в виде прообраза мудрой совы. Даже филина, скорее всего. Так, пошла у нас масть жезлов. Жезлы у нас представлены эфемерными существами. Семерка жезлов. У меня некоторые ученики перед тем, как я ее покупала, говорят: блин, а вообще стоит ее брать? Как вы считаете, она из-за такой прорисовки будет рабочая? Ну, ребят, если вам колода заходит визуально и по энергетике, могу сказать, вы должны с ней сработаться. Конечно, не всегда это бывает так, потому что иногда бывает ситуация по принципу ожидания реальность. Думаешь одно, а получается совершенно иное. Но, как правило, могу сказать, интуиция не обманывает. Если вы уже вас тянет к колоде, вы чувствуете с ней, по крайней мере, визуальный контакт, то и на практике вы однозначно с ней должны будете сработаться.
У меня, наверное, только на практике дважды или трижды было таковое, что колода мне, ну, знаете, так 50-50. Нравится, не нравится, непонятно. И потом, когда уже приобретала, понимала, что не мое. Вот, знаете, как не чувствуем мы друг друга. То с этой колодой пока такового нет. Хочу на ней выполнить недельные расклады. Посмотрим, как она будет отзываться и как будет показывать событийный ряд. Но сейчас на данном этапе она действительно нравится. То есть какого-либо отторжения она не вызывает. Такая вот рыбка в аквариуме. Семерка чаш. Дальше восьмерка. Некоторые мне говорили, да, что карты как бы однотипные по прорисовке. Но это своего рода, знаете, стилистика, в которой выполнена колода. И мне на самом деле это нравится, потому что есть ряд колод, которые, особенно сейчас мода в последнее время, там Таро Карнавал, Таро воды, где в колоде, в разработке колоды принимали там около 100 художников или больше, и каждый аркан прорисован в разной стилистике. Безусловно, это, знаете, тоже кому-то заходит, потому что, ну, как каждая карта красива по-своему. Но дело в том, что когда ты таковую колоду берешь в работу, из-за того, что они в разном стиле, и такое, все смешалось люди-кони. Потом сложно с такими инструментами работать и такие карты читать. Хотя это может быть мое личное восприятие, и у вас будет все совершенно по-другому. Я просто как бы делюсь с вами своим субъективным мнением и своим опытом. Прекрасный туз пентаклей. Двойка. Тройка. То есть, видите, у нас здесь на пентаклях уже непосредственно, ну, чаще встречаются, конечно, мотыльки. Хотя, вот видите, есть и игуана, и жирафы. Ну, то есть здесь больше животных. Так. Паж пентаклей. Рыцарь. Королева. И король. Ну что ж, ребят, вот такая колода. Не буду особо на ней заострять внимание. Ну, я повторюсь, в плане трактовок или каких-то еще деталей, нюансов. Я надеюсь, что для вас этот обзор плюс-минус будет полезным. По крайней мере, с точки зрения визуального ряда и качества инструмента. Вы для себя поймете, определите, подходит он для вас или нет. И для вас это будет подспорьем сделать верный выбор в плане приобретения инструмента. Я же вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь, от вас, как всегда, в комментариях жду обратной связи по поводу увиденного, услышанного. И если у вас есть какие-то пожелания относительно колод, которые хотели бы вы увидеть в обзорах, маякните здесь или оставьте сообщение в Instagram. Как только будет свободная минутка, я постараюсь выполнить ваши заявки. Все, до новых встреч!